Я приветствую вас, представители знака зодиака Близнецы. Таро-прогноз. Март 2025 года. Что откроется, что прояснится? Секреты марта и ключи судьбы. Чему нужно уделить внимание, по мнению карт? Будем добрее, призываю вас всех и милосерднее к самим себе. Жизнь не бывает полностью предсказуема. Но давайте через карты Таро рассмотрим один из тысячи альтернативных вариантов развития событий с позиции позитивной психологии. И останемся реалистами. Любой прогноз или расклад не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я искренне надеюсь, мы с вами проведем приятное время и какие-то подсказки все же вы получите. Или сумеете рассмотреть вашу ситуацию с другого ракурса. Помним, что 2025 год. Основные энергии – адаптироваться к какой-то ситуации, обстоятельствам и организовать свою жизнь в новом ключе, может быть, и придется. Конечно, мы все разные, безусловно, и один знак зодиака, он не только объединяет общность людей, но тем не менее судьбы, обстоятельства у каждого свои. Ну, давайте мы рассмотрим, что нам расскажут карты. В чем вам или чему вам нужно обратить, на что нужно обратить внимание, каковы эти знаки судьбы, ключи судьбы, что вы не можете оставить без участия или без внимания, опять же, пустить что-то на самотек. 3 карты мы с вами достанем. Следующее мы зададим вопрос, что откроется, что прояснится в марте месяце, какая ситуация. А теперь у нас будет такой расклад в прогнозе. У нас будет 2 варианта на вопрос, исполнится ли ваше желание, осуществится ли задуманное. И вы, пока мы раскрываем предыдущие карты, вы можете выбрать один вариант или загадать по вашим намерениям, целям, насколько продуктивным будет март, получится ли у вас что-либо осуществить. А потом мы с вами откроем и какие-то подсказки тоже получим. Следующая карта – неожиданности марта. Работа, деньги и ваши достижения, любовь и личная жизнь. Итак, что же для вас будет важно, чему нужно уделить внимание? Вот что-то не оставить на потом, увидеть с другого ракурса, использовать эту самую возможность. Нам как будто на руке преподносят какую-то возможность, а мы все думаем. Важное решение нужно принять и действовать как-то по-другому. Потому что когда выпадает четверка чаш, это какая-то неожиданная возможность. Но мы можем ее прошляпить, так и не заметить, что нам судьба, ну, словно подыгрывает или помогает решить какой-то вопрос. А мы ведь уставились в другом направлении. Вот карта очень красочно иллюстрирует этот вопрос. Девушка наша, она смотрит в другую сторону. Она даже не поворачивает головы, где же она увидит эту самую возможность. Она думает о тех 3 чашах, которые проиграны. Вот и для вас будет ракурс взять в какое-то новое направление. И это как ключи судьбы. У вас какая-то возможность будет, которую вы не должны пропустить. Давайте, какой же еще знак судьбы? И важное решение. Вот обратите внимание, вот она опять же, эта чаша. И девушка, которая нам показана, она от этой чаши, может быть, с огнем, идет в сторону своего солнца. Всегда 8 чаш – это когда мы ищем выход, и мы его находим. Для кого-то из вас это совпадет с поиском работы, и я тогда могу сказать, с уверенностью вы найдете новую работу, если вы этого захотите. Но есть еще и такой момент, что ты должен, как подсказка, к примеру, самый банальный пример приведу, который в моей голове родился. Предположим, вы бухгалтер, вы ищете работу. И, может быть, вы работали в сфере просвещения, что-то там считали, для вас эта сфера уже знакома, алгоритм работы знаком, но вас не устраивает заработная плата. Вы хотите другую работу найти. И вы по привычке рассматриваете тоже какие-то другие организации просвещения. Тогда, к примеру, 4 чаш будет говорить, а ты рассмотри, может быть, строительство или банки. Ну, везде бухгалтера нужны. Вот вам как будто вашу, может быть, профессию или как-то по-другому, с другим нюансом переложите на свою жизнь и то, что вы хотите осуществить. Так вот, для вас нужно искать, опираясь где-то на свой собственный опыт или то, что вы умеете делать хорошо, или тот пройденный путь, который вы уже как за плечами своими оставили.
Но вам это нужно или действовать, или переложить на какой-то новый ракурс. Или, может быть, если по работе, то рассмотреть другие альтернативные варианты, и выход будет найден. Где-то подобная ситуация с другими только нюансами может проиграться в любой сфере жизни. Может быть, кто-то из вас теперь надумает, что я буду работать сам на себя. Или начнет изучать что-то новое. Кто-то может задуматься всерьез о переезде. И, может быть, прежде вы уже думали о переезде, потом вы сказали, а нет, никуда я не еду. Вы тут можете снова в марте что-то передумать. Либо обстоятельства так сложатся для вас, что возвращают вас к какой-то мысли, но не в точном исполнении на 100%, как это было прежде, а с какими-то другими возможностями, нюансами, вариантами. И ваша задача, как знаки судьбы или как ключи судьбы, увидеть другое направление. И тогда у вас получится либо решить какой-то вопрос, совершить переезд, найти работу, или пусть вы начнете изучать что-то новое, но все равно это настолько вас захватит, что в последующем, как вот это солнце, оно будет вам приносить, может быть, и доход. У кого-то так. Решиться на что-то надо, мои дорогие близнецы. Верховная жрица. По этой карте это карта независимого человека, и мы храним о себе тайну, мы много не рассказываем. Может быть, карта будет где-то говорить, слушай свою интуицию, безусловно. Подмечай всяческие нюансы, то, что говорят люди, где-то лови информацию, обдумывай эту информацию, но не собирай общественное мнение, имеется в виду, не держи совет с кем-то. Вот есть какая-то данность, которую должны определить для себя лично вы. Потому что сколько людей, столько мнений. И может у вас, если вы начнете со всеми советоваться, будет какая-то путаница в голове. Один будет говорить, нет, этого не может быть никогда. Другой говорит, да ты что, да это риск. Или, да нет, такое тоже не может быть, там тебе делать нечего, например, да. Если вы ищете варианты создавшегося положения, тут именно самому нужно продумать. Может быть, где-то сломать о себе стереотип, мои дорогие близнецы. И вот эта вдумчивость одновременно, и немногословность, молчание буквально вам помогает в том, что вы определяетесь. Нет тогда шумового эффекта. Или тогда досужие мысли досужего человека не давляют на вас, иначе вы можете растеряться, запутаться. И вот это, ну, как важное решение. Либо отложить на потом, либо подумать, что, нет, вот как эта девушка, сижу я в этом месте, ну и продолжу. Мне тут как-то так привычнее, знакомее уже все, и никаких неожиданностей, и тем не менее. Где-то карта подсказывает, что все равно перемены будут, и мы их не можем отменить. Но важно будет не упустить именно в марте какой-то его величество случай. Может быть, свой творческий инсайт додумать, мои дорогие. Что откроется, что прояснится. Король Пентаклей. Может быть, у кого-то конкретно есть человек, который рожден под знаком зодиака стихии Земли. Неважно, что у нас король выпадает. Это карта надежного человека. Для кого-то из вас прояснится, допустим, вопрос по части недвижимости, по части, может быть, ваших вкладов, банков. Это все проходит по этой карте. Или когда вы строите карьеру и хотите новую должность получить. Вот здесь вот есть какая-то четкая определенность. Король Пентаклей– земной человек, значит, какая-то реальность. Переложить то, что вы хотите осуществить, на реальность, и у вас тоже какое-то дело получится. Но нужно подходить с позиции именно той обстановки, в которой вы сейчас находитесь, вашей ресурсности, потому что это ресурсный человек, и король Пентаклей надеется сам на себя. Но и решиться как будто на что-то нужно. Но я могу предположить, что по части денег здесь как ситуация может проясниться. Или пусть это какие-то соглашения. По этой карте проходят наши близкие также. Или буквально супруг, например, да. Ну, пусть и даже супруга, к примеру. Потому что мы не рассматриваем по полу карту. Могут быть взаимодействия с родственниками, у кого-то и так проигрывается. И, ну, тут в зависимости от того, в какой концепции происходят ваши или договоренности, или события, но так или иначе, обустроить свою жизнь более надежно, более комфортно, более правильно. Или по части денег решить уже какой-то вопрос. Вот это все проясняется. И вам карты предлагают, может быть, вот так.
стабилизировать какую-то для себя или обстановку, или принять важное решение. А следующая карта — прыжок в будущее. Карта будущего — тройка жезлов. Адаптироваться к какой-то ситуации и начать словно с какой-то новой организации. Может быть, это будет связано, что вы находитесь в новом месте, или вы для себя переезд, смену, вот, о которой я говорила, по работе. Может быть, у кого-то и в личной жизни вы задумали. Но, значит, больше доверия самому себе, больше милосердия к самому себе, слушать подсказки собственной душе. Чего же вы хотите, мои дорогие близнецы? Не кто-то хочет, а именно вы. И от этого оттолкнуться, потому что по тройке жезлов перед нами как новые горизонты, новые возможности открываются. Но мы можем сказать: нет, я еще посижу, подумаю. Давайте мы посмотрим вот эти два варианта, исполнится ли ваше желание, ваше намерение. И те, кто загадал первый вариант. Да, тут что-то исполнится. По аркану императрица, конечно. У кого-то личная жизнь пройдет, у кого-то творчество, может быть, даже с нуля. Ведь императрица плодовита. И у кого-то напрямую, мои дорогие девочки, для кого это актуально и сообразно возрасту. Я жду ребенка, вот такое может быть. И вы будете обустраивать свой быт, делать жилье более комфортным, заботиться о самих себе, о своем здоровье, о своем имидже. А для кого-то из вас, к примеру, мои дорогие мужчины, это важная женщина в вашей жизни. И какой-то вопрос, но в целом карта императрицы — это как символ нового «я», это карта статуса. Для кого-то это будет означать еще и изменение статуса, если вы что-то подобное загадали на первый вариант. И неважно, кто уже загадывал, мужчины или девушки. Изменение статуса тут может быть и через работу, или новую должность, или какое-то иное качество жизни. Через возможность, может быть, и к переезду, такое тоже могу предположить. Или, может быть, вы по части личной жизни меняете статус. На что-то вы решитесь. Может быть, начнете жить вместе. Такое тоже могу предположить. Но помните, наверное, императрица, она себе не навредит никогда. Она рассмотрит 1001 вариантов, наверное, альтернативный, лишь бы, с одной стороны, обустроить какое-то дело и с кем-то договориться. Может быть, заключить почетный компромисс или принять Соломоново решение. Такое я могу предположить. Будьте внимательны, на кону у вас может стоять какая-то очень удачная возможность. Но ее будет важно не упустить. И это будет зависеть от вашего решения. Второй вариант, ну, по первому варианту, да, отшельник. И еще один вариант, один старший аркан. Смотрю на эти две карты, и у кого-то первый и второй вариант может быть и связан между собой. Вот этот тонкий нюанс переложите на то, о чем вы думаете. И тогда, если вы загадали одну какую-то тему или событие, или возможность, и, может быть, вы загадали, что будет, если я поступлю таким образом или каким-то иным образом, тогда по первому варианту карты будут давать подсказку, что да, а второй вариант — ты можешь остаться один. Выйти, может быть, из одиночества, мои дорогие. У кого-то карты об этом кричат. Верховная жрица, ведь это тоже карта одиночества. Или, может быть, были какие-то отношения тайные. У кого-то и любовный треугольник. Значит, тут с этим нужно что-то решить. По аркану отшельник может проиграться, если мы говорим, осуществится задуманное или нет. Да, оно может осуществиться, если это ваше личное дело творчества, которое целиком и полностью от начала до конца замыкается только на вас. Тогда мы идем своим путем, нам никто не мешает. Поэтому тот, кто задумал, что, к примеру, осуществлю ли я, выучу ли или обучусь ли новому проекту, да, при должной выдержке и внимании это получится. Но сказать, что на аркан, допустим, на личную жизнь, тут аркан-отшельник не говорит о паре. Давайте мы посмотрим. Он больше говорит о том, что тебе тогда какой-то путь в одиночку предстоит пройти. Давайте посмотрим, что это, с чем это может быть связано. Ну, если вот смотрите, какой-то вопрос, может быть, по документам быстро не решается, тогда аркан-отшельник будет говорить о том, что с учетом аркана Иерофант, да, у тебя решится. У тебя есть вариант решить какую-то злободневную тему или какой-то зависший вопрос.
Но от тебя потребуется настойчивость. Идти, пройти вот этим самым путем. Найти вот эту возможность или какой-то узкий фарватер, чтобы это осуществить. Тебе буквально с учетом аркана Иерофант, может быть, придется обойти много учреждений или каких-то чиновников, собрать документы, но пространство тебе будет словно помогать. Вот на личное дело, на творчество или, ну, любое, наверное, направление, которое будет связано именно с вашим намерением и вашими действиями. Не с кем-то еще, а именно лично вы. Когда вы определяетесь, знаете, чего вы хотите и готовы этот путь пройти. И тогда пространство Вселенная вам говорит: да, тебе это по судьбе. Но тогда будь готов и к неожиданностям. Хотя должна сказать, я люблю аркан Отшельник за то, что никто не мешает. Но отшельник идет медленно, и поэтому где-то карта говорит, ну, вряд ли это осуществится очень быстро. Неожиданности. Тут как высшие силы пытаются вас, мои дорогие близнецы, перестроить на новый лад. Страшный суд. Суд вовсе не страшный. В неожиданностях это новая возможность. Или какой-то новый путь, новый способ действия. Но мы об этом не думали. А для нас это единственный, как вариант, или единственный фарватер. И карта говорит: не оглядывайся назад. Тебе отсюда только вперед. Тут, правда, вас подталкивает к каким-то важным решениям. Может быть, назовите судьба. Хотя даже если вы меня смотрите и не верите ни во что подобное, но, значит, обстоятельства как-то в вашей жизни могут сложиться в марте, что вот этот выход вам как придется принять. Обратите внимание, словно на глубине находится наша девушка, и вот эта возможность, как путь наверх. Вот эта лестница по Иерофанту. Ваша настойчивость, ваше терпение и ваше желание творят чудеса с любыми неожиданностями. И по страшному суду ведь это мы всегда тоже как завершаем какой-то прежний жизненный этап. И нам пространство предлагает перейти на новый уровень, написать новую главу своей жизни. И с этим будут связаны неожиданности. По сути дела, через неожиданности, может быть, это известия, какие-то сообщения, обстановка вас подталкивает к каким-то новым действиям или действовать новым методом. Ваши достижения, деньги, работа. Ну, тут по максимуму девятка чаш. Это когда сбывается какая-то, как минимум одна мечта, получение денег. Вообще всячески, как и на ваши достижения, как и на работу, как и на деньги. Великолепная карта. Карта самодостаточного человека. Вы вот в этих направлениях останетесь довольны. Хотите карьеру? Пожалуйста. Хотите переезд? Тоже можем свести где-то к деньгам, да? Пожалуйста, есть такая возможность. Хотите найти новую работу? Опять же, пожалуйста. Для вас нет ничего невозможного. Любовь и личная жизнь. Но тут у каждого свои будут методы или свои какие-то решения. С одной стороны, четверка мечей будет говорить, да, действительно, у нас начинается четверка и чаш. Только вы делаете выбор. Продолжать какие-то отношения, допустим, или нет. Завершать какую-то историю или нет. Но будет желание ничего не увидеть, ничего не менять. И мне здесь вот как эта девушка свернулась калачиком и лежит в этом гнездышке. Вроде бы я уже успокоилась, какая-то обстановка стабилизировалась. А карта все же нам говорит, вот это сердечко, оно к нему как провод подключен. Это не натуральное. Это оно может загораться периодически, как лампочки включаться, и где-то нас может радовать. Но это не есть то, что в реальной жизни присутствует. Нас может греть какая-то история, допустим, держать нас словно. Может быть, и у кого-то разочаровывающая ситуация, у кого-то наоборот, какие-то добрые отношения, любовные, может быть, отношения. У кого-то действительно любовный треугольник или какой-то другой треугольник. Может быть, по отношениям есть какие-то препятствия. Но тут тогда не время, наверное, обдумать что-то стоит. Да, по этой карте мы складываем оружие, мы не устраиваем конфронтацию. Но это когда мы избавляемся от ментального мусора. Вам нужно с чем-то определяться. Может быть, привести мысли в порядок стоит по части личной жизни или на что-то, все же у вас аркан императрица, на что-то решится. Для людей, тех, кто в паре, я не вижу, что тут будут
по части личной жизни, какие-то перемены. Ну, разве что в паре, когда ваши отношения развиваются, продолжаются, но если устоявшиеся, вот вас могут посещать самые разные мысли. Но то, что вы тут на что-то настроены менять, то вряд ли. Давайте, с чем это будет связано. А на кону любовь, все то, что я сказала. Вы, мои дорогие близнецы, делаете выбор, может быть, кто-то из вас и в личной жизни. Или вы выбираете любовь, или вы выбираете «я ничего не хочу менять». Пусть все будет так, как есть. У кого-то проиграется и так. У кого-то проиграется действительно «я один» или «я одна», и меня это устраивает. Но именно в марте есть возможность, может быть, и познакомиться, или решить какой-то вопрос с тем человеком, который любит вас и которого любите вы. Или встретить такого. Это я тоже могу предположить. Причем встретить в самых неожиданных обстановках. Такое тоже может быть. Вы можете пойти решать какие-то вопросы, познакомиться с этим человеком, если вы действительно один или одна. Вы можете встретить интересного человека, как вот по аркану Верховная Жрица, который в других энергиях для вас как непознанное что-то, ну, очень притягательное. И не поставьте ваши отношения на паузу, потому что мы же спросили все же, что откроется, что прояснится. Есть какое-то будущее у ваших отношений, но выбор делаете вы сами. Перекладывайте на себя, мои дорогие близнецы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.